Дорогие друзья, я хочу вам рассказать древнеармянскую притчу. В одной стране царил тиран. Нескончаемые казни, мучения, тюрьмы были полны народу. Издевательства над народом, отнимание последнего, отбирание детей, казни детей. Царил хаос и мрак. Люди боялись выходить на улицу. Люди боялись отпускать своих детей на улицу. Этот человек был настолько жесток и беспощаден, что его день и ночь проклинали, желая его смерти. И всюду царские шпионы выявляли таких людей, разоряли их семьи, казнили. Ну вот однажды приходят к царю и говорят: «Ваше Величество, весь народ тебя проклинает. Все желают твоей погибели, все желают тебе страшной смерти. Но есть одна старушка, она день и ночь молится о твоем здравии, просит Бога продлить тебе жизнь. Что ни день, так эта старуха стоит, поднимая руки к небесам, и говорит: Господи, продли жизнь нашего царя». «Что это за старуха?» – спрашивает царь. «Меня все ненавидят, а она любит. Очень странно. Кто у нее есть? Узнайте». Разузнали, что у старухи есть 3 сыновей. Приказывает царь: убейте одного из сыновей. Посмотрим, она будет за меня молиться дальше. Проходит время. Приходят царские шпионы вновь и говорят: «Ваше Величество, мы по твоему приказу убили сына этой женщины». И что же? Она вновь выходит на улицу, либо заходит в храм и просит Бога продлить твою жизнь. «Казните второго сына», — говорит царь. Проходит время, опять приходят его сановники и вновь говорят о том, что старуха также молится о продлении его жизни. «Казните и 3-го сына», — говорит царь. И вновь эта старуха молится, продолжает молиться и просить Бога продлить жизнь нашего царя. «Заберите ее дом, пусть она живет на улице», — говорит царь. Забирает дом, старуху выкидывают на улицу, но она, не переставая, молится Богу о продлении жизни царя. Что происходит, не может понять царь. Ну-ка, позовите ее сюда. Старую женщину приводят к царю. Она с дрожащими руками поднимает руки к небу и говорит: «О Господи, продли жизнь нашего царя, пусть он живет долго». «Что ты несешь?» — говорит царь. «Либо ты сумасшедшая, либо блаженная, я не могу тебя понять. Я убил твоих детей, я отобрал твой дом, я разоряю страну, каждый человек в этой стране меня проклинает, а ты просишь у Бога долгой жизни мне. Почему так происходит, ты можешь мне объяснить?» «Могу», — говорит старушка. «Твой дед был тиран, страшный был человек, разорял страну, казнил людей. И вот я прокляла, и твой дед умер. Пришел твой отец, еще хуже, чем твой дед, еще хлеще мучил народ, еще больше разорил нашу страну. Я прокляла твоего отца, и он умер. Пришел ты, еще хуже, чем твой дед и отец вместе взятых. Ты разоряешь нашу страну еще больше. Ты убиваешь, казнишь невинных людей. Ты издеваешься над народом. И теперь я каждый день молюсь Бога, чтобы ты долго жил. Я просто боюсь, что твой сын будет еще хуже, чем твой дед, твой отец и ты вместе взятых». Дорогие друзья, о чем говорит эта притча? Дорожите своими врагами. Не желайте, чтобы они быстро сгинули.
Пусть они дальше продолжают и дольше живут. Знаете почему? Потому что когда вы поднимаетесь по жизни, то этих врагов будет становиться больше, и эти враги будут становиться грязнее. Если 20 лет назад предметом зависти была ваша красота, если 10 лет назад предметом зависти было ваше упорство и ум, сейчас предметом зависти ваша устроенность в жизни, ваша сила духа. Каждый раз предмет зависти будет меняться, и враги будут приходить еще хлеще, еще грязнее. Поэтому, если у вас есть враги, то радуйтесь, что именно такие они, какие есть сейчас. Потому что то, что они делают, не приносит им никакого результата, никак не портит вашу жизнь. И поэтому пусть они дольше будут, чтобы после них не пришли еще хлеще ублюдки, чем они. Потому что чем сильнее, чем знаменитее, чем интереснее вы будете становиться, тем мельче, тем грязнее будет вокруг вас врагов. Дорожите своими врагами. Радуйтесь, что у вас есть такой фан-клуб, что есть люди, которые питают вас своей жизненной энергией. Я вам говорила, что визуализация, она очень сильна. Если люди все время представляют тебя в хорошем свете, то есть они не желая этого, чтобы у тебя этого не было, но они все время это представляют, как раз это и случается у вас. Всегда приходит к власти тот человек, который в большинство не хочет, потому что они все время представляют его у власти и очень не хотят этого. Но они это представляют, а значит, они создают эту реальность. А эта реальность потом переходит в жизнь. Каждый раз ваши враги будут становиться все грязнее, грязнее и опущеннее. Привыкайте к этому. И всегда будут вашими врагами те, перед которым вы кинули жемчуг. Как известно, жемчуг перед свиньями кидать нельзя, потому что свинья не знает цену жемчуга. Есть еще такая притча. Откуда знать ослу, что такое роза? Он его съел и прошел. На то он и осел, что думает по-ослиному. То есть, поймите, если вы бросаете свиньям жемчуг, жемчуг знания, жемчуг доверия, как вам сказать, то есть все то ценное, что есть в этом мире, это есть жемчуг. Вы пытаетесь из свиней как бы создать нечто подобие человека. Свиньи никогда этот жемчуг не оценят. Более того, они его растопчут, сожрут, выплюнут и не поймут, что они сожрали очень ценную вещь. Дорожите своими врагами. И если вы видите, что эти враги вам ничего делать не могут, пусть эти враги дольше будут. Потому что те, которые придут после этих ублюдков, будут еще хлеще ублюдки. Потому что вы лет через 10 будете еще сильнее и еще лучше. Враги нам даются для того, чтобы усилить нас, для того, чтобы испытать нас, насколько мы прочны. Когда человек хочет вершины, он должен знать, что за эту вершину он должен платить. За вершину есть цена. Если ты не хочешь платить, то вершина не для тебя. Но если ты платишь эту цену, вершина тебя ждет. Вот подобные люди – это цена за вершину. А как вы хотели? Вы хотите быть впереди, вы хотите, чтобы вас любили, уважали, чтобы вы достигли успеха, и при этом, чтобы вас все любили, чтобы все вас обожали, и все как бы видели и ценили ваш талант? Нет. Вы не думайте, что все, кто даже признает ваш талант, будет с радостью об этом говорить. Итак, если у вас есть враги, пожелайте, чтобы они, вот именно эти враги такого качества, были у вас дольше.
поскольку вы сами понимаете, что они вам ничего делать не могут. Так вот, лучше пусть будут эти враги, чем придут погрязнее, чем они. Потому что с каждым этапом вы будете замечать, что враги ваши становятся грязнее и грязнее. Не знаю, как объяснить, почему так происходит. Может быть, потому что вы становитесь сильнее и сильнее. Может, потому. Всем удачи и всех благ.